Вот. Еще раз добрый день. Начнем тогда двигаться в сторону нашей темы, связанной с самоисцелением. Да, то есть мы начали на прошлом занятии, поработали со структурой целитель, и сегодня мы продолжаем с ней работать, потому что это базовая структура, направленная на восстановление целостности организма, ну, как вот физического тела. Но физическое тело, оно на самом деле связано также с душой и с разумом. Мы не можем сказать, что у нас вот как бы мы только телом можем заниматься. Да? Но даже вот вопросы но взаимодействие со временем, они тоже очень непростые оказываются. Потому что, вот, например, когда мы говорим о омоложении, да, то есть тут вот как бы вроде всем понятно, кажется. Но на самом деле речь всегда идет об омоложении тела. Чаще всего, когда люди говорят об омоложении. Но иногда омоложение души, потому что говорят, что человек молодой душой, да, то есть он не чувствует себя старым, хотя тело уже как бы вот немножко подизносилось, но человек себя ведет, в общем-то говоря, достаточно молодо, да, то есть, ну, как в том анекдоте, когда один товарищ другому говорит, я, говорит, когда был молодой, но был дурак дураком, а тот ему отвечает, ну, ты, говорит, и сейчас молодо выглядишь, поэтому вот как мы себя чувствуем, на самом деле зависит от состояния души. Но вот разум на самом деле никто не хочет омолаживать. Ну, потому что считается, что разум – это ну, носитель некой личности. Да? То есть, если мы откатим разум назад, ну, можем, он иногда у некоторых откатывается, это говорят, человек впал в детство, да, вот как бы. Но это уже вот, когда вроде как совсем старость, но разумом человек вот вдруг раз и стал совсем как ребенок. То есть, поэтому вот омоложение разума – это совсем непростая штука, связанная вот с совсем другими процессами. Да? То есть, почему? Потому что у нас есть э, ментальная часть, которая зависит от опыта, который мы прошли, да, то есть зависит от набранных каких-то качеств, навыков, умений и так далее. И вот ее-то не хочется терять, если мы просто как бы откатываем время назад, да, то есть как бы, ну, тельце пусть будет помоложе, а вот, ну, душа вроде еще как помоложе, а вот разум, тут уже сразу возникают вопросы. Ну, поэтому, когда мы говорим о целостности организма и о структуре, которая называется целитель, то подразумевается, что мы все-таки говорим о ну, как бы единстве, да, то есть тело, душа и разум как неком единой структуре, которую бы хотелось бы, чтобы она двигалась вперед и развивалась. Все вместе. И тело развивалось, и душа развивалась, и разум развивался. Да? То есть это им всем вместе, для этого им нужна цель. Да? То есть цель, к которой мы должны двигаться. Ну, да, целитель, он подразумевает, что если цель у нас, чтобы была общая и для тела, и для души, и для разума, чтобы мы могли двигаться к этой цели как три вектора в одном. Да? То есть, а не так, что у каждого свое направление. Те лебедь, рак и щука, мы знаем по басне нашего баснописца Крылова, от этого никому лучше не становится. ВОЗ и ныне там. Да, вот у нас есть такая Всемирная организация здравоохранения, которая называется ВОЗ сокращенно. Вот она и ныне там, то есть как бы с пандемией мы никак еще все не справимся. Потому что, опять же, разные цели декларируются в одном месте, а реализация, она оказывается совсем другой, не та, которая планируется. Ну и вот даже вот сейчас вот прочитал информацию, говорят, оказывается, этот ковид в той же Америке появился задолго там до того, как объявили в январе там пандемию, еще в ноябре, в декабре образцах, которые брали у людей, которые почему-то там заболели, пневмонией, оказалось, что у них ковид. Вот. Но мы сейчас немножко о другом. Мы как бы о здоровье, да, то есть и о болезнях, но немножко с другой стороны заходим. Потому что, в принципе, у тела, у нашего есть все, чтобы быть здоровым. Но почему-то не всегда получается, да, что-то мешает. Что-то вдруг начинает идти не так. Что начинает идти не так? Где-то какие-то, значит, сбои идут, да, то есть та программа, которая у нас есть в организме, она почему-то не реализуется в полной мере. Где у нас эта программа находится?
Но у нас в каждой клеточке есть такая молекула, ДНК называется. И вот эта молекула, она на самом деле вроде как носитель генетической информации. Но в этой же информации, вся информация о нашем теле, да, то есть есть. Ведь у нас же геном не меняется на протяжении нашей жизни, генетическая информация в нашем гене. Но она как-то может и сказаться, говорят, там мутации какие-то, накапливаются ошибки, особенно в митохондриальных ДНК, которые там в митохондриях находятся, сильно накапливаются. И получается, что со временем у нас информация, которая там записана, какая-то другая. Но с другой стороны, есть мнение, что она, ДНК играет совсем другую роль, чем ту, что ей приписывают наши генетики. Потому что вот, например, Петр Горяев, известный, к сожалению, ныне покинувший нас, он говорил, что ДНК – это такой носитель некой волновой функции. То есть она является неким приемником, который вот воспринимает откуда-то какую-то информацию и ее передает вот организму, транслирует. Поэтому у нас в каждой клеточке есть копия этой ДНК. Ведь несмотря на вот такое копирование многократное, то есть миллиарды копий, тем не менее, вот у нас накапливаются какие-то ошибки. Почему так может быть происходить? Ну, потому что у нас ДНК это представляет собой некую вырожденную структуру. То есть геном, если взять наш, да, то есть посмотреть, как он организован, то там есть, ну, как бы простой. Там язык очень простой. Там есть кодоны, так называемые, состоящие из всего двух типов нуклеотидов, да, то есть которые соединяются основаниями, и получаются такие цепочки. И они образуют там цепочки из 3 оснований, да, то есть которые там... И всего 3 есть, вернее, их сочетание вот этих кодонов может быть 64. Но каждый кодон, он кодирует какую-то аминокислоту. То есть вот он отвечает за синтез какой-то аминокислоты. Мы же состоим из чего? В основном это белок. Да, то есть и поэтому ДНК кодирует нам вот эти вот белки, из которых мы состоим. Но оказалось, что есть кодоны, которые кодируют одну аминокислоту. Да, то есть один кодон – одна аминокислота. Есть такое, что одна аминокислота кодируется 2 кодонами. То есть они как бы выполняют функцию одну и ту же. То есть они кодируют одну и ту же аминокислоту. Есть кодоны, которые кодируют 3 кодона кодируют одну и ту же аминокислоту, 4 кодона, да, то есть и 6. Опять отсутствует. Я уже как-то на одном из занятий об этом говорил, да, то есть что это, о чем это свидетельствует. Когда мы стали моделировать работу кодонов с точки зрения теории физических структур, оказалось, что фактически мы видим, что на нашем кодоне, на наших кодонах вот этих вот, да, на структуре ДНК реализована некая многомерная функция, да, которая, ну, как бы отображается вот в виде только 21 аминокислоты. А на самом деле могло бы отображаться 64. То у нас получается как бы заблокированные какие-то аминокислоты, которые могли бы в нашем теле образовываться. То есть могли бы появляться белки с какими-то качествами, которые почему-то у нас сейчас не могут произвести. Да, то есть есть какие-то ограничения. Почему? Ну, потому что мы отображены вот в трехмерное пространство вот в виде такого вот белкового тела. А кодон, он сам более многомерный, да, то есть у него там, если говорить о, ну, как бы уровень мерности выше. Да, то есть он как бы отображен в этом мире структур более полно, а вот сюда реализована только его некая проекция. Ну, то есть как бы усечение. То есть если бы, ну вот у нас, допустим, есть 2 части. Вот у нас как бы есть такая функция, вот смотрите, вот я тут держу пальчики, да, то есть представьте, что вот это вот эта буковка S такая, это у нас некая функция. Есть 2 координаты. Вот одна координата, вот вторая координата. Но вот если мы посмотрим, что у нас проецируется вниз, да, то есть на нижнюю вот эту вот ось, то мы увидим, что у нас будет некая линия. Но вот если мы возьмем на этой линии точку, то мы не знаем, к какой она у нас части относится, этой буковки, к нижней или к верхней. Вот это и есть неопределенность, да, то есть которая возникает, когда мы более многомерную структуру проецируем в менее многомерное пространство. Да, то есть, ну, как бы здесь из 2
из двухмерного мы проецируем в одно. И у нас появляется вот эта вот неопределенность, то есть мы не знаем, к какому значению у нас относится вот это вот значение функции x, например. Ну, если оси x, например, да, то есть, а какой y? Или этот, или этот? Ну, то же самое относится к нашему геному. У нас есть множество там каких-то вариантов, которые могли бы реализоваться, да, то есть как бы отобразиться, да, то есть если бы мы вот эту буковку развернули вот так вот, да, то есть у нас появилась бы на плоскости, как бы вот уже мы видели бы другую поверхность, да, то есть мы уже увидели бы вот эту букву S. И мы бы тогда точно знали, что куда относится. Поэтому фактически у нас как бы из-за того, что мы спроецированы сюда неким определенным образом, у нас нету множества каких-то вариантов. Да, то есть и те со временем почему-то работают все хуже и хуже. Почему? Потому что какие-то помехи вносятся. То есть вот есть помехи, которые к нам все время идут. Ну, вот Шноль, такой физик, он говорит, что есть какие-то помехи, он их пытался найти, где они находятся, но так и не нашел, и предположил, что они из космоса откуда-то идут. А я так думаю, что это просто свойство нашего пространства-времени, оно такое, это помехи генерит. Когда, вот если почитаете Кастанеду, там в одной из книжек ему Дон Хуан показал, как идет некие волны на нас определенные, да, то есть как бы как некая волна. То есть все время об нас как бы все время что-то стукается, как некие волны какой-то энергии. Идут, идут, идут. А все вот то, что мы относительно этих волн стоим, они как бы нас стукают, 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 ну, пока не развалят, да, то есть как бы окончательно. То есть не помню, в какой это книге было, но это вот такая модель, как бы они ее рассматривали. Вот. То есть мы подвержены все время как бы вот некому энергетическому воздействию, которое нас все время как бы в некий вдребезг переводит. Поэтому мы не бесконечны во времени, да, то есть мы вот появились когда-то, сколько это можем выдержать вот этих вот ударов, как бы вот ударов судьбы, скажем так. И на какой-то момент у нас как бы организм не выдерживает и разваливаются связи внутри организма. Да? То есть поэтому, если мы говорим о самоисцелении, значит, нам что надо? Нам вот эту вот структуру, которая нарушена, надо восстанавливать. Но восстанавливать ее можно, если мы, опять же, двигаемся к одной цели, а не куда-то в разные стороны сами направляемся. Поэтому мы сейчас рассматриваем вопрос, связанный с тем, что как нам, как говорится, настроиться на вот эти прародительские структуры, с которыми мы сюда пришли. Мы же сюда пришли по какому-то вот определенному там информационному лучу, как некий энергоинформационный пакет в это пространство-время, да, то есть и реализовались вот в виде такого тела, которое выросло, росло, 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 накопило какую-то вот информационную базу, потом оно исчезает, но пакет, наверное, пошел дальше, да, куда-то. Вернется ли он обратно туда, откуда он пришел? То есть как нам вернуться домой, если мы не знаем, где он находится? Поэтому вот эта серия Genium, которую мы сейчас начали выпускать, эта серия как раз направлена на то, чтобы можно было более эффективно себя восстанавливать, с одной стороны. Да? То есть, но восстанавливать-то нам надо же, чтобы у нас и среда была соответствующая. Да, поэтому вот если мы сейчас посмотрим на описание целителя, где он у нас, мы можем на него посмотреть. Вот у нас Вот у нас целитель, да, то есть что он делает, да? Повышает сопротивляемость к сезонным простудам, улучшает взаимосвязь между системами организма, повышает плотность энергетической оболочки, настраивает на структуру времени будущего, способствует усилению иммунитета, повышает эффективность лечения. Значит, вот по поводу настройки на структуру времени будущего хотелось бы обратить ваше внимание. Почему? Ну, потому что если мы пытаемся восстанавливать тело под настоящее, то мы на самом деле занимаемся сизифовым трудом. Потому что настоящее, оно вот такое, да, то есть, а в будущем условия будут совсем другие, да, то есть, поэтому если мы себя вот хотим вернуть вот в это состояние, как бы свою целостность вот здесь и сейчас, под те условия, которые сейчас нужны, то мы через некоторое время придем, опять же, к тому же самому результату, да, то есть условия в среды у нас изменятся, и мы получим
что? Тот же самый результат, поломанное тело, да, то есть в том или ином месте. Потому что среда, которая поменялась, она уже не та, которая нам надо. Да? Поэтому нам надо, чтобы среда, которую мы вокруг себя создаем, она нас же начала исправлять. То есть нам же важно, чтобы этот процесс как-то запускался автоматически, чтобы мы сильно не напрягались по этому поводу. Поэтому важно сделать вокруг себя исцеляющую среду. Но тогда хотелось бы обратить ваше внимание на такую структуру, которая называется комфорт или уют. Да, то есть у нас как бы она там по-русски уют, не по-русски это комфорт, на одно и то же на самом деле. То есть о чем хочу сказать, что, как говорят, да, в здоровом теле хорошо бы был здоровый дух. То есть подразумевается, что если тело здоровое, то и дух там может быть тоже хороший. Но не всегда. На самом деле тело здоровое, но дурное, и дух туда вошел не тот, который надо. То же самое касается среды. Мы как бы вот пытаемся себя восстанавливать, да, то есть как бы, а среда у нас, допустим, такая. Мы в этой среде также возвращаемся через некоторое время в исходное состояние. Ну, как вот иногда там, люди приходят к целителю, да, то есть он больной, целитель там над ним поработал, там что-то сделали, или к массажистам там пришли, массажисты с ними что-то там мяли, размяли, в конце концов тельце стало другим. Вернулось оно в исходное состояние. Человек возвращается обратно домой, в ту же самую среду, где он все это набрал, на ту же самую работу, и начинает опять же себя разваливать. Делает те же самые действия, которые привели уже к этому результату. Значит, тогда нам что надо? Нам надо отстраиваться надо на условия, которые в будущем. Поэтому комфорт в этом плане помогает нам, да, уже восстанавливать некую среду, в которой мы находимся хотя бы локально, и в ней тогда есть шанс, что мы начнем этот процесс самовосстановления более эффективно. Почему? Потому что человек должен быть со средой согласован. Да, то есть структура окружающей среды должна соответствовать структуре человека. Но опять же, какой среде? Структуре? Вот той, которая в нем внутри поломана, или какой-то другой? Да, то есть, и какой другой? Поэтому структура, которая формируется внешне со стороны комфорта, это тоже структура, которая направлена на некое будущее. То есть мы работаем со временем, то есть все структуры светлиц – это работа со временем. Поэтому одно из условий, которое требуется, ну, как бы не то, что это условие, как бы, а и как рекомендация. Да? То есть рекомендуем что делать? Восстанавливать себя, начать с окружающей среды. Тогда комфортное состояние внешней среды позволит нам не тратить энергию на борьбу с этой средой. То есть вот иногда люди говорят, что жизнь – это борьба. Ну, до обеда с голодом, после обеда со сном, но тем не менее надо все время бороться. И он, и, вот, а вы, мол, нам все время рассказываете что-то другое. То есть, как бы, что не надо бороться ни с чем. Да, то есть, но дело не в том, что бороться или не бороться, а дело в том, надо создать условия, чтобы там не было борьбы, чтобы не надо было бороться. Поэтому создание целительной среды вокруг себя – это условия, в которые мы можем, попав в эту среду, а лучше всего, когда мы сами становимся носителем этой среды. Да? То есть вот в русское радио у них одно время был лозунг такой: «Хорошо там, где мы есть». Тогда создаем условия для того, чтобы там, где мы есть, было хорошо. Вот. Значит, хотелось бы вот одну информацию вам зачитать от Наташи Зайцевой. Она тут на одной из вебинаров нам ее прислала такую информацию, но мы ее еще не озвучивали. Что вот создано некое световещество нового порядка, светового порядка, светового порядка абсолют. В нем нет ошибок, и может быть исправлять ошибки в людях. Субстанция световая, матрица гелеподобная, с фокусировкой внутри себя, с пространственно поляризованной формой предъявления света, идущего от центра в разные стороны. Свет проходит сквозь человека, не зацепляется, не остается, не пристает, не совмещается с человеком, ни с его полем, ни с его плазмой, ни с чем, что есть внутри него. Единственное, на чем оно может задержаться, это генетика мысли.
Поэтому вот серия, которую мы взяли, она называется Genium. Что значит Genium? Да? То есть это, во-первых, это гениальность, да, то есть, но и связано с геном нашим. Поэтому есть такая книга «Гениальный геном» одного американца. Так вот, надо, чтобы геном наш стал гениальным. Да? То есть, как бы мы каждой каждой клеточке у нас была часть вот этого гениальности. Чтобы она нам потихонечку как бы накапливала вот эту гениальность, и мы становились гениальными не только для самого себя, но и создавали вокруг себя вот среду соответствующую, в которой каждый может стать гениальным, чтобы свет каждого человека приобрел вот эти вот качества. То есть как бы структура, как бы она вот уже заложена, то есть мы с ней уже взаимодействовали, и она как бы существует. Но важно же, чтобы она начала проявляться в нас, да, поэтому мы сегодня вот взяли как раз среду, как день, который так и называется, поэтому будем в нем сегодня делать среду. Да, поэтому в этой среде, чтобы у нас она в нас начала проявляться. Так вот, что еще там в этой информации есть про это дело? Значит, генетика мысли, да, то есть как бы вот почему генетика мысли важна для нас, потому что люди очень часто допускают в мыслях то, что они не допускают в делах. Еще в Библии об этом написано, что Христос сказал, что когда-то наши предки, они нам говорили, что надо вот действовать в соответствии с заповедями. Так вот, надо, говорить, не только действовать, но и мыслить в соответствии с заповедями. То есть не позволять себе в мыслях то, что мы позволяем. Ну как, значит, надо мысли в себя вычищать, убирать. Убирать те мысли, которые нам мешают нам воспринимать. Вот вы обратите внимание, когда вот мы живем, у нас все время какие-то мысли приходят. Я в последнее время стал на это дело сильно обращать внимание, потому что, ну, когда вот структурами этим занимаешься, настройкой, я заметил, что вдруг какая-то мысль ни с того ни с сего в голову приходит, и начинаешь ее думать, вместо того, чтобы заняться вот делом. Ну, я стал когда слеживать, это похоже очень как на внедрение, да, то есть ты вроде бы сделал занят, ты вот как бы что-то творишь, и вдруг, опа, какая-то мысль, и пошел там крутить ее в голове, там. А мысль-то на самом деле ничего хорошего, она как бы какая-то переживательная, переживаешь о каком-то там, о чем-то, что тебе, в общем-то, и не надо, и на это что? Тратится энергия, тратится время. Главное, что ты концентрацию сбиваешь, ты сбиваешь концентрацию с того дела, которым ты занимаешься. И оно тебя уводит вот в сторону. То есть как бы вот эта целостность начинает нарушаться с мыслей. То есть мы начинаем думать о какой-то ерунде, которая нас уводит туда, куда нам не надо. Да, то есть в этом плане вот как бы надо за мыслями следить, потому что чья эта мысль пришла в голову и нужна ли это нам эта мысль. Да, то есть поэтому очень важно для нас оказалось, что вот эта генетика мысли, она нам нужна. С одной стороны, это генетика, потому что мысли, те, которые у нас есть, они отражаются на генах, на наших. То есть, ну, что еще в информации этой? Светомысль, ее светимость и продолжительность жизни светомысли. То есть вот важно, чтобы в этом плане у нас она была. Так вот, как бы, что еще, какая информация прошла на эту тему? Что надо провести процедуру очищения за ментальный хаос. Ну, то есть нельзя цепляться, и на очищенную уже клетку этот свет тогда может пойти. И тогда это даст нам доступ к пустым кодонам ДНК и к запечатанным кодонам. То есть сначала светоматериал войдет в ДНК и сядет на пустые кодоны, на дух материи разума тела, потом на духовую основу тела. Тогда откроется запечатанный кодон, который используется для энергоинформационного обмена с другими цивилизациями. Его устройство поможет осуществить этот обмен. Поэтому
света материя сядет на свет разума человека, и он будет информационно подсвечивать других своим светом. И образуется новая материя разума, света, жизни, души. Но это как бы к той задаче, о которой мы сегодня говорим. Да? То есть, что наше ДНК, надо нам его почистить, с одной стороны, а с другой стороны, да, то есть туда ввести некий другой свет, потому что святое место пусто не бывает. Вот часто говорят, надо чиститься, надо очищающие процедуры принимать там туда-сюда. Но это мы почистили, да, то есть если кругом грязи много, значит мы из этой окружающей среды сразу эту грязь на себя, на чистое место, да, то есть причем градиента побольше стал. Раньше там чуть-чуть, то есть так тоже грязненько было, но не так, может быть, грязно, как вокруг. А стоило нам вычистить, у нас градиент с окружающей средой повысился, да, то есть у нас поток грязи усилился к нам. Поэтому в первую очередь надо, чтобы вокруг у нас было чисто. Поэтому надо смотреть, где грязь вокруг нас. Ну, как бы вот обращать на нее внимание. Потому что иногда мы на эту грязь не обращаем внимания. Проходим мимо, закрываем глаза. Да, это не мое, это ко мне не имеет отношения, потому что я эту грязь не делал. Она не делала-то, да, то есть на глазками тоже посмотрел, уже как бы хаос некий в тебя входит и в мыслях отражается. Увидишь эту грязь, и она тебя раздражает. Раз раздражает, значит уже попал вот под эту грязную какую-то среду. Откуда она взялась? Ну, это потому, что общее вот ментальное как бы поле позволяет нам из своего вот пространства взять и куда-то за загородку выкинуть и сказать, вот это пространство, вот она, вот граница моя. Поэтому я ограничен вот этим вот вокруг себя. Поэтому вот здесь вот я создаю чистенькое что-то вокруг меня. А за границей что там, да, то есть вот эту грязь я всю туда. И там мы еще больше грязи делаем, а здесь чисто. На самом деле, вот если посмотреть, как мир относится к этому, также на самом деле есть. Вот сейчас там в Европе там бьются за то, чтобы экологические нормы все жестче и жестче. Ну да, тут вы вычистили. За счет чего? Ну, за счет того, что в Китае там везде смог, грязь и так далее. То есть вся эта среда, она там грязная. Да, то есть и никуда от этого не деться, да, потому что в Китае там 60% электроэнергии вырабатывается на каменном угле. И пока вы там не исправите что-то в этом в общем мире, да, то есть как бы, ну, пытаются сейчас вот какие-то глобальные проекты делать и так далее, то есть много чего пытаются, но в основном пока еще не договорились. Может быть, договорятся. Тем более сегодня Путин с Байденом там общаются уже, и возможно, что о чем-нибудь какие-то решения будут приняты. Ну, нам, в свою очередь, что делать? Ждать, пока там кто Путин с Байденом договорится, да? То есть нам же надо уже как бы двигаться в эту сторону сейчас, тем, чтобы мы своим светом уже начали очищать. То есть что значит мы светом своим? То есть мы светимся, да, то есть и тот, кто делает грязь, он перестает эту делать грязь тоже. Почему? Ну, потому что мы его просветили, да, то есть создали условия для просвещения, просветления, озарения. Человек озарило, что да, не буду я тут эту грязь эту кидать, и всех мне уговоришь, а вот если подсветить мир вокруг, да, то есть как бы вот мир становится чище, и начинается появление вот этой вот исцеляющей среды, как той среды, в которую мы входим, и которая нас начинает уже исцелять, потому что мы уже и грязь себя не впускаем, с одной стороны, а с другой стороны мы сами начинаем производить, перерабатывать вот эту грязь во что-то другое, во что-то более чистое, и это влияет на окружающий мир. Что нам в помощь, как говорится, в этой работе? В создании самоисцеляющих среды, которая будет проходить в среду, да, 16 числа, 16 июня. То есть у нас как бы можем говорить, что у нас сегодня 16-ричное время, потому что это время допотопное, да, 16-ричное. И мы можем туда обратиться и посмотреть, что было тогда. А там люди тогда жили там по 900 лет, по 800 лет. За счет чего? За счет того, что среда была другая. Да, то есть как бы некие условия, то есть она была более многомерной, соответственно, что-то там проявлялось, что позволяло жить очень долго. Да, то есть и не болеть при этом. То есть задача-то не в том, чтобы долго прожить, а в том, чтобы не болеть. Потому что если взять Свифта того же, он там показывал, что есть вот там некий остров, на котором летали старцы. Они жили очень долго, но страшно болели и мучились при этом. Возвращаемся, да, к нашим баранам. Каким?
к иммунитету. У нас есть такая система в организме, которая нам пытается все время держать планку и не расслабляться. Да? То есть как бы все время что-то нарушается. Ну, вот, допустим, те же раковые заболевания откуда берутся. Да? То есть ну, сейчас все глубже приходит понимание, что это нарушение иммунной системы тоже. То есть иммунная система, она как бы на страже, она эти клетки, которые там с ума сходят, их очень много, за всеми не уследишь, но где-то вот какая-то клетка сошла с ума и забыла, что ей надо делать. Да, то есть какой-то сбой в ней произошел вот, на клеточном уровне, и она перестала понимать, к какому органу она относится и что там в этом органе надо делать. Она сказала, да пошли вы все, я буду сама по себе, то есть я на вас всех положила, и вы как хотите, так и живите, а я буду сама. И начинает жить сама. Сама делится, там каких-то своих создает клонов, и они ресурсы из организма все забирают все больше на себя, и в конечном итоге организм гибнет. Да? То есть, как бы, поэтому это вот самоубийственная как бы тактика, я буду сам, и никто меня не трогайте, она как бы в обществе то же самое приводит к тем же самым результатам. Да? То есть, если мы не обращаем внимания, что в мире происходит, никак не реагируем, говорим мы сами, наша хата с краю, ничего не зная, то в конечном итоге происходит саморазрушение общества, и это, ну, как бы гибель и государства может привести, ну, в первую очередь тех людей, которые в этом государстве находятся. Поэтому есть всегда возможность жить не на уровне компромиссов, когда ты делишь что-то, вот есть у вас общий ресурс, вам надо его поделить, и каждый знает, как это лучше сделать. Да? То есть, как бы, ну, как когда там встретились два священника, один францисканец, а другой католик, или какой-то еще там униат, что ли, там, неважно. И трапезничают. И вот францисканец берет пирог и разрезает его на две неравных части. И забирает себе больше. А другой говорит, ну вот нас вот, учили, что надо брать себе меньшую часть, когда делишь пирог. Он говорит, ну вот твоя меньшая часть, бери ее, что ты переживаешь-то? Вот. То есть, когда мы делим какой-то ресурс, то всегда возникает вопрос, да, поровну ли вы, да, то есть, есть ли равноправие, есть ли что-то такое, что мы согласны выполнять при дележе. Вот. А можно по-другому, да, рассматривать, что мы не делим ничего, да, то есть, а мы вместе что-то используем для чего? Для созидания, чтобы что-то вместе сделать. Да, то есть тогда мы объединяем усилия, да, то есть в общее, как говорится, в общий котел что-то все вкладываем, и тогда мы можем общий ресурс использовать уже так, чтобы это эффективно действовала вся система. Ну вот у нас, например, есть такая система Бионет, да, то есть биосеть, которая позволяет нам организовывать дополнительные связи, которые бы нас могли объединить и через вот эти объединения качеств, которые, вы кажется, есть у каждого, не делить эти качества, да, то есть и не нарабатывать каждому, да, то есть, а используя качество одного, у кого у одного одни, у другого другие, у третьего третьи. И в конечном итоге мы эти все качества можем соединить в некую единую композицию и сформировать на ее базе что-то такое, что могло бы пригодиться всем. То есть решить некую задачу, которую каждый не в состоянии в отдельности решить, а все вместе могут эту задачу решить. Поэтому вот создание такой целительской среды – это задача, которая одному не по силу. Потому что человек, каждый живет в каких-то одних условиях. Если мы начнем под одного подстраиваться, в другого совсем другие условия. Поэтому она должна быть универсальной. То есть свет, который может помочь в этом плане, он должен иметь качество универсальности. А универсальность, она такая штука, да, то есть как бы связанная с тем, что мы сводим, да, то есть какие-то дроби отдельные, да, то есть как бы части целого, да, то есть сводим во что-то одно, как некое целое должно получить. Поэтому каждый является некой частицей чего-то, да, то есть как бы, но во взаимодействии мы можем создать условия для того, чтобы проявилось вот это целое. Но когда мы говорим о частном, да, то есть что как в арифметике частное рассматривается, да, то есть в виде дроби, числитель есть знаменатель. Вот если мы соединяем, да, то есть складываем дроби, то нам что надо сделать? Общий знаменатель. Да, то есть знаменатель общий.
Это что? Это произведение одного и другого. Да? То есть это у нас число гораздо большее, чем есть у каждого. Поэтому нам надо вот такое знамение как бы сделать, то есть знаменатель, общий, как некую большую какую-то величину. И если, естественно, чем нас больше, тем у нас знаменатель получается больше. Но целостность, как бы, она тогда большего порядка. Поэтому мы призываем, что Бионет, если существует, то хорошо бы, чтобы каждый понял, что это польза не только как бы вот самому Бионету, а это польза лично себе. Потому что через Бионет-связи, через усиление, через структуру Бионет я могу получить информацию, которая мне поможет в моей жизни, как некие знания. То есть вдруг раз мысль в голову пришла, та, которая надо. Да, то есть не навязанная кем-то вот из среды какая-нибудь там плохая мысль, а нужная, которая мне поможет решить мою собственную задачу, не может быть, поможет еще кому-то помочь в этот момент. И это все как бы вот условия существования Бионета, как системы, которая объединяет некие состояния, как информационные, да, то есть каждого, и это дает получать информацию с более высоких уровней, да, то есть организация материи, то есть других мерностей. То есть каждый человек имеет определенную мерность, как проекцию, да, то есть объединение их в сеть дает мерность значительно более высокую. И тогда мы можем через сетевые связи, как через такой сетевой локатор, получать какую-то информацию, которая, может быть, и не мне самому нужна, да, то есть, но я принял, я ее записал и передал, допустим, другим людям, да, то есть вот опубликовал, например, в чате Бионета, да, то есть, или там переслал кому-нибудь, кому она может пригодиться. То есть сам не понимаю, что я тут написал, но, может быть, кто-нибудь поймет. Ну, тогда я ее возьму и опубликую. И такой путь, в общем-то говоря, оправдан, потому что есть возможность тогда свой информационный канал использовать не только на благо себе. Но ты, когда его прокачиваешь, ты на самом деле начинаешь все сильнее, лучше и лучше получать новую информацию, и тем самым и тебе нужное приходит более эффективно, и приходит как бы вот такая более общая. А когда мы ее начинаем передавать, транслировать через световые связи, то мы получаем эффективность в много раз больше. Поэтому целительскую среду в среду мы делаем вот вместе. Вот у нас уже 26 участников, и мы уже можем начать что-нибудь делать. Какие есть вопросы? Значит, ну, по поводу иммунитета давайте несколько слов как бы скажем. Мы про иммунитет заговорили, и о нем мы говорили до этого, да, это иммунная система. Какие у нас есть, почему мы знаем, что это получается у нас? Да потому что уже давно мы со светличными технологиями пробовали, да, взаимодействовать с иммунной системой. И проводились эксперименты соответствующие там в лаборатории, например, одного института, который исследовал, как влияет на биохимические функции лейкоцитов в светлице и как они влияют на геномные характеристики этих лейкоцитов. Вот. Ну, давайте посмотрим табличку, как же это влияние оказывается. Мы ее уже когда-то воспроизводили. Значит, вот смотрите, вот табличка. Вот есть какие-то свойства лейкоцитов. Да, вот первая колоночка, и вот они перечисляются. Вот здесь сначала идут всякие там МАО, СОД, H-тимина, лейцина и так далее. Это все биохимические показатели. А дальше пошли геномные. Коэффициент репликации, да, коэффициент репарации, коэффициент устойчивости генома, коэффициент продуктивности генома. То есть это все геномные характеристики, связанные с возможностями нашего генома правильно отображать информацию. И что же тут увидели в результате этого эксперимента? Ну, во-первых, как сам эксперимент? Я о нем уже как-то говорил, но повторю для тех, кто, может быть, не слышал. То есть брали пробу крови у людей. В эту пробу крови набирают пробирочку, обрабатывают гепарином, чтобы не свертывалось, да, то есть и определяют характеристики лейкоцитов этой крови. И вот записывают вот то, что здесь написано, контроль 1.
и контроль 2. Это как бы две серии экспериментов, которые были. То есть то, что контроль, это то, что исходное было состояние крови в этой пробирочке. И потом на светлицу ставят на двое суток эту пробирочку. И через двое суток начинаю смотреть, поменялось что-нибудь или не поменялось. Да? То есть насколько хуже стала кровь после того, как мы ее двое суток продержали в пробирке. А она, оказывается, не хуже стала, а гораздо лучше. И что произошло? Да? То есть произошло следующее, что появил, реализовалось, эффект нормализации реализовался. То есть если параметры были ниже нормы, ну, например, вот рассмотрим вот в контроле 2 коэффициент, например, устойчивости генома, например, вот 9-й показатель, он был 0,2. Да, то есть, и он в результате этого вырос, в результате через двое суток он стал нормой, единичкой. Потому что вот норма тут есть, первая колонка, это норма, то, что должно быть. Да, то есть уже экспериментально подтверждено, к чему это параметры должны соответствовать. И вот этот коэффициент, посмотрите, он изменился, увеличился в 5 раз за двое суток. Это в пробирке, это не в человеке, да, то есть. Или вот предыдущий, да, коэффициент репарации. 0,45 был, стал 1,17, то есть вырос, да, то есть все равно он приблизился гораздо сильнее к единице, чем был. А вот если он больше был, например, вот этот же коэффициент репарации был 2,77, выше нормы, почти в 3 раза. Но он уменьшился, да, то есть как бы даже с запасом. То есть как бы по гистерезису он немножко даже ниже опустился, потому что когда иногда условия снимается какое-то воздействие, то потом система немножко откатывается обратно. Так вот, по всем, если строчкам пройтись, то мы здесь видим, что везде, если параметр был ниже нормы, ну, 10-й параметр, коэффициент продуктивности генома 0,58, стал 0,95, приблизился к единичке, к норме. А вот последний, да, вот 1,37, 38 был больше нормы, стал 0,97, то есть приблизился к единичке. А вот первый параметр, да, то есть какой-то биохимический, не знаю, там, что это такое, был 0,1, то есть он был в 10 раз меньше нормы. Стал 0,98, да, то есть мы видим, что изменение почти в 10 раз. То есть параметры изменяются не абсолютно, а относительно. О чем это говорит? Это говорит о том, что этими устройствами светличными нельзя ухудшить состояние системы. Да, то есть мы можем только улучшить его. И вот что тут еще написано. Учитывая, что объектами в этой части работы были лейкоциты, клетки лейкоцитов, популяции, которые входят в лимфоциты, но компетентные клетки, можно отметить, что результаты, приведенные в таблице, указывают, что на иммунонормализующую функцию изделия светлицы. Последняя является наиболее актуальным при профилактике и в лечении не только инфекционных заболеваний, но и болезней, в патогенезе которых происходит активация аутоиммунных процессов, хронические обструктивные бронхиты, астма, гепатиты, болезни зависимости, онкопатологии, проявление предрасположенности к эндокринным нарушениям, болезни стресса и многие другие. Вот. Поэтому на основании этого мы как бы попытались усилить вот эти характеристики, да, то есть по восстановлению иммунитета, и сделали новую структуру, которая так и называется – иммунитет. И она доступна на нашем сайте Инфоинститут для скачивания и пользования. То есть кто хочет, может ею попользоваться. Но надо понимать, что на самом деле как бы вот взаимодействие с этой структурой, оно может быть не столь быстро заметно. Почему? Ну, мы когда приступаем к процессу нормализации, опять же мы говорим, что нам важно не просто нормализовать саму систему как таковую, нам надо выстроить эти отношения таким, чтобы это было взаимодействие, которое распространяется на некие будущее состояние, с тем, чтобы в будущем, то, что изменится в будущем, к которому мы идем стремительно в результате наших действий, в результате движения к нашим целям, чтобы то будущее, оно уже начало реализовываться в настоящем. И эти параметры, которые у нас есть, они стали меняться под вот это будущее, которое нам неизбежно к нам придет. И чтобы энтропия вот этого вот хаосного сигнала, который к нам идет, она была меньше. Да? То есть она вот как бы есть результаты измерений, что энтропия при взаимодействии со светлицей уменьшается. То есть это о чем опять же говорит, что светлица увеличивает количество жизни. Почему? Ну потому что физические системы, чисто физические системы, не живые, у них идет увеличение энтропии со временем.
Да, то есть, ну, второй закон термодинамики говорит, что энтропия системы увеличивается. То есть мера хаоса в ней возникает. Ну, что такое энтропия? Это мера хаоса. Чем больше хаоса в системе, тем больше энтропия. И, соответственно, хаосность систем возрастает со временем. Но единственное, где это не реализует, это живые организмы. Почему это? Ну, потому что это законы термодинамики, они формулировали для закрытых систем, а живые системы, они открытые. Поэтому мы, используя светлицы, повышаем открытость системы, да, то есть как бы повышаем количество жизни, количество времени жизни в этой системе. Поэтому то, чем мы занимаемся, это увеличение количества жизни. Или живого, да, то есть как бы, поэтому можно говорить, что это структуры, которые нам позволяют реализовывать вот эти вот нашу живость, наше оживление. Поэтому многие говорят, что как-то стал более живо себя чувствовать, когда светлицами начал пользоваться. Ну вот сейчас у нас вот, там, вышел ролик с отзывами, там, наверное, об этом можно послушать от наших пользователей. Поэтому важно, чтобы, когда мы говорим о формировании вот этой целительской среды с помощью карт целителя и вот, допустим, той же иммунитет или еще какие-либо другие структуры, как модули, которые мы можем использовать для этого, важно, чтобы эти модули мы использовали осознанно. Почему осознанно? Ну, потому что если мы осознанно это делаем, мы внимание свое направляем, и система начинает работать гораздо сильнее. А то вот как один мне тут целитель из Калининграда говорит, да, говорит, замечательная ваша структура, но народ не умеет их использовать, потому что, да, они работают, они что-то делают, там улучшают, но я-то вижу, что если на них настраиваться правильно, то они работают очень, как говорится, эффективно и делают что-то такое, что меняет человека и развивает его. То есть не просто как бы там взяли и сделали его целостным человеком, да, то есть как бы, но ведь важно, чтобы человек развивался с тем, чтобы у него его жизнь становилась более лучше, не только с позиции там, увеличения материальных благ, но и с позиции набора тех качеств, которые он может в этой жизни набрать. Ну и тогда мы, соответственно, пытаемся использовать вот светлицы не как просто структурки, которые мы положили в карман, а как некий инструмент. Да? То есть что у нас сейчас из этих инструментов есть? Ну, у кого-то есть уже карта целитель, поэтому можно ее взять, на нее настроиться и с ней повзаимодействовать. У кого нет, тот может настроиться на структуру, которая присоединена к этому каналу, к Zoom. Мы все сидим и на самом деле уже исцеляемся. Ну, потому что мы уже формируем эту среду. Вот пока процесс идет, все смотрят друг на друга, да, глазки, свет идет, мы друг друга подсвечиваем, да, то есть об этом говорим, и система сама начинает настраиваться на вот эту вот исцеляющую. Поэтому кто там, если водичку какую заготовил, для того, чтобы можно было попить, тот может взять эту потом воду, выпить как систему вот такой настройки, восстановления целостности. То есть мы наши вебинары используем еще для того, чтобы создавать вот эту исцеляющую среду. И те, кто тут присутствует, они уже в какой-то мере определенной самоисцеляются. Но только, опять же, в определенной. То есть нельзя это абсолютизировать и говорить, что мы теперь сейчас, ну, как этот дедушка подходит к столбу и читает объявление, которое там вывешено. И читает одно объявление. Лечу от всех болезней. Он говорит, голубчик, от всех болезней не улетишь. Поэтому вот мы как бы понимаем, что есть определенные условия, то есть созданные самим человеком. Да? То есть если он сам поддерживает вот эту искажающую среду своими мыслями, своим отношением к жизни, своими делами, своими действиями, но говорить о том, что сразу тут он побывал у нас на вебинаре и тут же сразу исцелился, но, к сожалению, мы этого не можем гарантировать. Вы говорили, что вот эта новая структура иммунитет, вы говорили про сердце и сосуды, да? Да, Там, есть еще и сердце, и сосуды, да. да. Можете немножко подробнее
сказать, вот как она вот влияет, ну, то есть в этой структуре есть и сердце и сосуды, да, вот как Ну, бы это отдельно, программированы? отдельно. То есть мы как говорим о целителе, как блоке, который базовый, как бы, да, и к нему есть модуль, сейчас пока 3 выставлено, да, сердце, сосуды, иммунитет. Как усилители неких вот еще дополнительных характеристик, которые надо подтянуть, если у кому-то вот это крайне необходимо. Ну, они входят в этот иммунитет, да? Нет, Или... иммунитет – это иммунитет, сосуды – это отдельная структура, сердце – Это отдельно. это, Ага, поэтому, ну, кому-то, я. то есть надо смотреть, то есть вот делать анализы, смотреть, где, чего, какие системы больше сбоят, и Ну на вот это усиливать. я почему спрашиваю? У меня вот у мамы сосуды, а у папы сердце. Я потому и спрашиваю. То есть 2 структуры можно к ним подсоединить, да, к родителям? Ну, можно, да, пожалуйста, присоединяйтесь. Потому что я хотела сказать, что вот эта новая структура иммунитет, да, Мгм. она очень хорошо работает. Вот мы подключили тогда антивирус, вакцину и иммунитет. И динамика пошла фактически за неделю. У меня папа стал ходить вокруг садика, сам ходить, стал кушать. Вот. И Это то после есть, ковида. ну, очень хорошо, ну да, после ковида, да. И сегодня мы сделали флюорограмму, да, у него остаточные, вот есть очень, очень в триединстве, вот 3 антивируса, вот вакцина и иммунитет очень хорошо работают. Хорошо, спасибо за информацию. Любовь хотела что-то спросить. А, Я хотела не просто спросить, а вот мне такая как бы информация пришла, я попробовала этот аспект раскрыть немножечко а, по целостному восприятию, Мгм. по временному ограничению восприятия реальности. Эм, Я заметила вот за этот период, вот пока мы были, так скажем, в разлуке неделю, я вдруг отметила для себя, обратила внимание на то, что вот этот режим, который мы используем сейчас в соцсетях, чатовое общение, я вдруг обратила внимание, что когда я стала уже более глубокую какую-то информацию читать, использовать, и вдруг у меня вот эта модель быстрого, скоростного такого восприятия и ограничения во времени, она стала проявляться. Вот, то есть я обратила на это внимание и попробовала по-другому начать информацию и смотреть, и читать, и использовать. Я про все говорю, про кино, про книги, про общение, про музыку, восприятие. Ну, кто-то скажет осознанно, да, но я вот сейчас именно хотела это со временем связать, потому что я вдруг отметила для себя, что вот это вот скользкое внимание, ну, ты как бы ищешь в информации какую-то ниточку, да, ключевую, но все равно нету целостности. Ну, я про себя говорю, что вот я вдруг заметила, что не было вот здесь немножечко схватила, там схватила, тут не дочитала, пролистнула. И вдруг я остановилась и поняла, что у меня в какой-то момент вот это вот просто создалась такая модель. И на самом деле я поняла, что в мозге сознание, оно очень быстро реагирует, оно подстраивается под наше восприятие, под нашу жизнь, которую мы моделируем. То есть вот это вот очень такое ограниченное потребление информации и жизни тоже в том числе, потому что тоже ты смотришь визуально какую-то картинку, ты посмотрела, создала какую-то модель, какой-то образ, и дальше не целостно его воспринимаешь, там, как, вот, или книгу прочитал, или еще что-то.
Вот. И я это для себя отметила и поняла, что как только я остановилась, как только пришло вот во мне это сознание, то, что я стала воспринимать как бы информацию по-другому, а, сразу как будто вот где-то внутри, в мозге, знаете, бывает такое, как будто пошла другая точка отсчета, перестроилась, и начали выстраиваться новые нейронные связи. То есть у меня более глубже пошла информация, и желание, главное, целостно воспринять образ, целостно дочитать что-то, пообщаться с человеком. То есть это вроде бы как модель какая-то, да, но она на самом деле явилась какой-то точкой отсчета на всю жизнь. То есть когда ты не просто видишь человека, а именно вот глубоко как бы с ним общаешься. И вот такое вот у меня, мне кажется, это очень переплетается с тем, что сегодня вот говорил Сергей Динович, и о целостном восприятии не просто вот отдельного аспекта какого-то, а всей жизни. Вот, спасибо вам большое. Спасибо, Любовь. Ну, хорошо, что нам удается затронуть какие-то аспекты, связанные с разными сторонами, не только со здоровьем, а вот другими моментами. Поэтому мы, да, ну, светлицы являются усилителями многих процессов, потому что они начинают лучше идти. Но Толя тут, Микши, рассказывала, что там какое-то устройство, биатрон использует. Они переносят с пророщенных ростков информацию на человека с помощью там, зеркал Козырева. И вот человек ложится туда, на эту кровать, туда вставляются вот эти вот лоточки с растениями, и он там эту вот целительную энергию этих росточков получает. Но когда она туда положила еще светлицы в этот биатрон, то, говорит, эффект там возрос многократно. Я наблюдаю сейчас, что будет происходить дальше. Ну, хорошо, замечательно.